Международный женский день. Самый закредитованный регион России. Запрет на работу реаниматологу. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 7 марта, 14:30. 5 марта Лукашенко, укравший президентские выборы в Беларуси, выступал на вручении госнаград в честь Дня женщин в Минске и сказал, что если женщин в праздничные дни хоть один мужик обидит, они могут написать ему в ТикТок. Корреспондент газеты «РУ» рассказал, что попытался написать Лукашенко в приложении, но получил сообщение, что этому пользователю отправить сообщение нельзя. Я посмотрел у себя, кнопка вроде есть, и открывает чат. 6 марта издание Notícias de Coimbra рассказало, что по данным Европейского отчета о платежах потребителей в Португалии за прошлый год, женщины чаще откладывают деньги каждый месяц, лучше планируют бюджеты и экономят, чем мужчины. При этом женщины чувствуют себя финансово менее уверенными из-за меньшего финансового запаса прочности и чаще испытывают тревогу из-за новостей об экономике. Поздравляем с 8 марта! Желаем достойных и справедливых возможностей на работе и чтобы в жизни и в быту все было не на вас одних, а также заботы от тех, кто принимает решения. Мы рассказывали, как иранцы празднуют то, что пришла помощь их в борьбе за свободу Ирана. 5 марта телеграм-канал «Осторожно! Новости» сообщил, что в Москве 1 марта задержали группу граждан Ирана. Девушке, которая призывала в Инстаграме собраться без плакатов на праздник радости, дали 10 суток, остальным штрафы. По данным телеграм-канала, дел как минимум 45. 2 марта финансовый портал Банки.ру рассказал, что по данным ежегодного рейтинга регионов РФ, составленного РИА Новости, самый закредитованный регион России – это Тыва. В среднем долг на одного человека превышает 1 миллион рублей и составляет 139% от годовой зарплаты. Далее по закредитованности идут Калмыкия, Адыгея, Тюменская область, Удмуртия и Башкортостан. В среднем по России долг на одного экономически активного жителя составляет 473 тысячи рублей. 7 марта вещательная компания Deutsche Welle рассказала, что в Латвии спецслужбы не допустили до работы в государственной больнице реаниматолога Александра Полупана, который участвовал в спасении Навального после отравления новичком. Он подтвердил свою врачебную лицензию и выучил латышский язык на уровень C1. В частных клиниках для реаниматологов работы нет. Он без надежды ждет ответ от еще одной больницы и уже начал учить немецкий язык. Россия не их собственность. Объединяйтесь, стройте свои сообщества и поддерживайте тех, кто сопротивляется.